Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Что делать со старой курткой? Она уже порвана на видном месте. Незаметно не зашить. После стирок синтепон потерял пышность, и куртка стала маленькой. Носить ее уже никто не будет. Но есть еще хорошие крепкие места. Поэтому первым делом убираем подкладку, срезаем все швы, а оставшиеся режем на квадраты 15 на 15 сантиметров. Куски куртки простеганы синтепоном. Это хорошо. Если где-то мало швов, то прошиваем дополнительно. Получившиеся заготовки немного проутюживаем с паром, чтобы они лежали ровно. Из цветной ткани готовим квадраты размером 21 на 21 сантиметр. У меня в работе 5 цветов. То есть, смотрите, квадраты из куртки размером 15 на 15 сантиметров. Из цветной ткани больше, с каждой стороны на 3 сантиметра больше, чем курточные квадраты. Дальше можно на листочке бумаги нарисовать раскладку, а все ткани пронумеровать. А затем, в соответствии со схемой, брать по очереди ткани из каждой кучки. Но есть одна хитрость. Швы надо прокладывать на расстоянии 3 сантиметров от края. Можно нарисовать линию шва на ткани по линейке, а можно маркером нанести ограничительную линию на саму швейную машинку. Иногда для этих целей приклеивают малярный скотч. Шьем мы сразу все полотно по вертикали. Соединили 2 верхние детали, тут же к ним подсоединяем 2 нижние. И так дальше до конца ряда. Потом переходим на кусочек вспомогательной ткани и приступаем к работе над следующим вертикальным рядом. Смотрим в нашу шпаргалку, схему раскладки, которую мы нарисовали. После того, как все дошили, тщательно разутюживаем припуски. Смотрите, какое полотно у нас получается. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. А теперь в каждую деталь нам надо вшить квадратик из куртки. Можно сразу же наметить границы по 3 сантиметра со всех сторон. Вложенный квадратик закрепляем, широкие припуски подгибаем и прошиваем. Закрепили один квадратик начинку, переходим к следующему фрагменту. Таким образом, надо заполнить все цветные детали. Смотрите, пока еще квадраты утеплителя закреплены с 2 сторон. А когда все детали на месте, переходим к горизонтальным соединениям. Заготовку просто сгибаем и прошиваем. Шов прокладываем также на расстоянии 3 сантиметров от края. А уже потом заготовку разворачиваем, припуски расправляем. Нитки, которые мешают,
просто разрежем. Припуски подгибаем и пришиваем. Получается, что наши вложенные утепленные кусочки со всех сторон закреплены тканью, лежат как в конвертике. В самом конце также подгибкой обрабатываем и внешний край. Получается все очень красиво и аккуратно. Мои самые внимательные зрители помнят, что чуть раньше в такой технике, тоже из старой куртки, мы уже шили такое полотно. А сейчас подоспела новая куртка, и мы можем увеличить его размер. Распорим край и присоединим новые большие детали. Технология работы точно такая же. Прошили обе детали вместе, отогнули и закрепили припуски. И получился у нас уже довольно большой плед, 105 на 165 сантиметров. Середина – это начало из одной куртки, а края – новое продолжение. Этот плед получается двухсторонний. С одной стороны приятный к телу хлопок, а с другой – водонепроницаемая поверхность. Идеальный вариант для пляжа или пикника, или дачного отдыха. Можно в него закутаться прохладным вечером или спокойно постелить на песок или траву. В общем, люди, скоро лето. Освобождаем свои шкафы от старой одежды. А к осени будет новая мода, новые наряды. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.